В общем, решил я доделать рулевую рейку. Единственное, имею небольшой косяк. Тут была втулочка. Я все это дело сложил давно. И втулочку, в общем, потерял. Но это не проблема. Я ее закажу. Но основные моменты, главное, есть вот такая втулка. Вот. Надо собрать, а втулку потом я одену, а там уже проще, там тяги прикрутить это быстро. Основная задача это вот, чтобы все элементы были чистенькие, вал в превосходном, более-менее состоянии. Хочу прикинуть, как это все будет. Вал вот так, проворачиваем зубьями. Назовем кверху сюда, чтобы зубчики смотрели. Вот у меня проблема была вставить. А, не, червячок вставляется. Все. Вал чистый. Надо его еще раз тряпочкой пройти. Сейчас на что-нибудь чистенькое положить. Более-менее. И на зубья. Сейчас гляну, показываю. Так, зуб где? Ага, показываю. На зубья наносим смазку. В моем случае это литол. Без фанатизма. Я думаю, надо нанести. Забьем все зубья литолом. Тяги я посмотрел, там стяги родные, они вообще в идеале. Там даже смазка идеальная. То есть туда влага не попадала. Поэтому, эта рейка не буду я использовать. У меня новая стоит. А эту отремонтирую, положу в запас. Или продам. Не знаю. Не решил еще. Если не продастся, будет запасной вариант. У меня тяги еще есть. ЦТРовские. Можно, если что, будет их поставить. Но тяги редко выходят из строя. Там надо хорошо куда-то влететь. Лететь, чтобы колеса под углом были, а не ровно. Не знаю. Чтобы аж вырвало. Тогда тяги страдают. А так они только от коррозии. Так. Ну чё. Где-то втулка будет. А вот здесь тут нанесем на втул. Так. Ну а больше там она нигде не соприкасается. Тут вот такая ерунда, так что только на краю втулки будет работать. И вставляем хряп. Все, вставили. Теперь червячную передачу смазываем. Передачу тоже смазываем ее. И вот там внизу небольшая пипка. И прям все зубья забиваем, чтобы сила трения уменьшить. И подшипник заодно сверху. В общем, часто мне в упрек ставят то, что я использую смазку литол. Рассказываю почему. Первое, это его себестоимость. То есть банка литола, сейчас она уже рублей 400,
Это была куплена за 150 давно. Но дело не в цене, а в свойствах литола. Литол был еще изобретен при СССР. И как бы стояла задача, чтобы смазывал и не попадала влага. Смесь машинного масла и мыла. То есть у литола очень замечательные свойства. Допустим, вы ходовую перебираете, смазываете. И когда вы будете в следующий раз что-нибудь откручивать, вам не надо срывать. Достаточно будет приложить небольшое усилие. Потому что мыло, входящее в состав литола, не дает туда просочиться влаги. Так, у нас тут все работает. В общем, чуть не забыл про этот механизм прижимной. Смысл в чем? Как вставляется, легко вставить. То есть там есть выемка в валу, где заканчивается зубья. Вот так раз. Ловить этот момент, где-то выемка, чтобы подшипник глубже сел. Да ё-моё, только ж получилось. Сейчас выставлю, вот так. Вот он садится. Все. Сейчас сверху еще смазки добавлю. Надо чем-то туда ее подсунуть. Так, все. Ну вот этим гайкой этой надо достать этот механизм поджимной. Ну, как видим, проскальзывает, потому что прижимной отжат. Я сюда забил по массе, а потом прижму эту смазку через отверстие, там выдавит вовнутрь к валу. Вот так. Так. Ну и все. Теперь это гайка. Ой, подождите, сагайка, поспешил. Пружинка. Так, пружиночка. Потом гаечка. Вот все. Начинаем закручивать потихоньку. Метки у меня, я так понял, вот. Она вся белая. Ну, значит, без меток. Сильно нельзя, слабо тоже. Слабо будет дребезжать, сильно не будет крутиться. И пробуем. Это тут втулки нет. Так, сразу ставим втулку. Так она будет чики-пуки. Тогда да, наоборот. Вовнутрь.
Сейчас через проставку буду стучать по ним на деревяшку. Все достаточно плотно. Контрагайка. Чуть-чуть подтяну. Я в тиски зажимал, но сейчас не было. У нас алюминиевая, боюсь ее хрустнуть. Это лотерея. Меньше возьму размер. Не, меньше не возьмет. Ямка, новая сторона, свалить. Все. Еще чуть-чуть. В корпус не хочется корпус прижимать, все корпус не прокручивается, она скользить начинает. Она почти заподлится. Не знаю, что не сделать ее больше, чтобы вот так не страдать. Блин, все, пальцы ломаем. Думаю, достаточно. Все ходит туго. Все получилось. Ну а дальше тут этой нету у меня. Сюда вставлю, чтобы втулка не вылазила, забыл как называется. Тоже втулка металлическая. Ну и все. Сюда смазкой сейчас забью. Чтоб ничего никогда. Законсервирую как бы. Все. Тут резиновый пыльник. Не, резиновый там. Ну как бы все. Собрано, кроме вот без втулки этой. Ну, втулка была утеряна. Но это, может, дела быстрее пойдут.